Окей, а перед тем, как мы продолжим, хотелось бы вставить ремарку касательно предыдущего урока, а конкретно об обязательном скрытии полей класса и использовании автоматических свойств, так как эта тема не была раскрыта должным образом. То есть, почему нужно писать вот так, а не так. Тут есть три весомых аргумента в пользу свойств, рассмотрим каждый из них. Первый. С теоретической точки зрения в ООП у объектов нет полей. Поле – это всего лишь часть реализации вашего класса. У всех объектов есть методы для некоторого взаимодействия с данными и свойства, которые описывают этот объект. При этом не стоит путать свойства объекта с механизмом свойств, который используется в C#. Свойства Sharp хоть и позволяют задать свойства объекту, но помимо всего они могут содержать дополнительную логику для взаимодействия с входными или выходными данными. Например, фильтрация данных в set. Также хочу отметить, что свойство в C# это синтаксический сахар. Что это значит? Такой сахарок в языках программирования это просто некоторые синтаксические фичи, которые по сути никак не влияют на поведение вашей программы, но делают язык программирования достаточно удобным и простым для восприятия человеком. Как я уже говорил в предыдущем уроке, джависты прекрасно живут и без свойств в своем языке программирования, используя для этих целей методы. В Sharp же есть такая вот сладкая штука, которая делает жизнь чуть проще и приятнее. Во-вторых, уже с технической точки зрения, один из наших подписчиков привел неплохой пример, когда изначально вы предполагаете, что фильтрация данных вам не нужна, а потом вас осеняет на каком-то этапе разработки, что это полная херня и все-таки нужно делать проверки входных данных, либо ограничить возможности для чтения или записи данных. В случае с автосвойствами исправить это будет достаточно просто, добавив логику для get, set блоков. В случае с полем придется его убирать и ставить на его место свойства, что может привести к неожиданным последствиям и поломке других частей кода. Мне не хотелось бы вас на данном этапе грузить рефлексией или ref или out параметрами, но просто запомните, лучше сразу сделать свойства, и это в будущем может избавить вас от кучи проблем. В-третьих, есть так называемые конвенции программирования, или по-простому свод правил, которые нужно соблюдать для того, чтобы эффективно писать код без банальных ошибок. Ну и для того, чтобы этот код был читаем не только для вас, но и, допустим, для ваших коллег-гребцов. В мире C# есть две наиболее распространенных конвенции – Microsoft C# Naming Guidelines и Mono Coding Guidelines. Они несколько отличаются друг от друга, но общие черты, конечно же, имеют. Как, к примеру, тот факт, что все поля класса должны быть либо закрытыми, либо защищенными. Конечно, помимо всего, там есть пара десятков отдельных советов о том, как стоит писать код и примеры этого кода для решения некоторых базовых ситуаций. Но это все, как я уже говорил, нацелено на получение качественного и читаемого кода в результате. Ну и как вы могли заметить в названии видео, остаток времени мы уделим именно конвенциям. Считайте, что этот урок посвящен программистскому этикету. Кажется, что эта тема не слишком важна, но это не так. Стандартизация кода ведет к его пониманию другими, и я хочу, чтобы вы это как можно раньше усвоили. Лично я в своей работе постоянно ориентируюсь на стиль кодирования Microsoft. Мне он очень нравится, читать такой код достаточно приятно, его использует большинство C# разработчиков. Да, и Visual Studio изначально настроена на такое форматирование кода. Давайте взглянем пока на стили наименования. Вот этот вот стиль называется Pascal Case. Каждое слово пишется заглавной буквы. В C# так принято именовать классы, а также методы, свойства и события вашего класса. Также в случае с использованием аббревиатур допускается написание слов заглавными буквами. Кстати, 17-я студия помогает вам с этим. В случае, если вы неправильно именовали член класса, то в списке ошибок во вкладке Message у вас будет вот такая отметка. Нажав на имя свойства, выскочит вот такая лампочка, и нажав на нее, вам предложат автоматически исправить эту фигню. Это, кстати, называется рефакторингом. Рефакторинг – это процесс редактирования написанного кода с целью упростить его понимание человеком. Ну, в большинстве случаев плохо написанный код всегда можно сделать проще и понятней, изменив наименование переменных, избавиться от магических чисел, разбить большой и сложный метод на парочку простых и так далее. Достаточно много фич для рефакторинга встроено прямо в студию. И когда вы увидите такую лампочку в своем коде, то это значит, что можно либо быстро исправить ошибку, либо изменить этот код на более простой или правильный вариант. На самом деле рефакторинг не такой простой процесс, как может показаться с первого взгляда. Так что эту тему за полминуты раскрыть полностью невозможно. Поэтому просто держу вас в курсе. Вы всегда можете дополнительно читать материалы на эту тему. Окей.
Вернемся к стилям именования. Тут у нас есть еще второй стиль под названием Camel Case, или его еще называют верблюжьей нотацией. Он схож с предыдущим, но вот только тут первое слово пишется с маленькой буквы. В C# так именуют закрытые или защищенные поля класса, локальные переменные и аргументы методов. Это два стиля, которые в основном используются при написании кода на C# в Microsoft Naming Guidelines. Есть еще и другие, но в нашем случае они либо вообще не используются, либо используются частично. К примеру, Snake Case, где каждое слово пишется раздельно нижним подчеркиванием и пишется с маленькой буквы. Если бы я увидел такой код на C# и мне пришлось бы с ним работать, лично у меня бы возникли непредсказуемые приступы ярости и пришлось бы долго приходить в себя. Так что не надо так делать. Также не стоит использовать и венгерскую нотацию, где к имени грёбаной переменной или поля приписывают тип. Вот вам пара грёбаных примеров. Попробуйте, блять, угадать, какой тип у этих переменных. Не, я не спорю, когда ты пишешь код в 98-м, используя в качестве редактора консоли или блокнот, и постоянно на такое смотришь, то да, тебе, конечно, заебись, и это так круто читать, сразу видно, какой тип используется. Но мы, к радости, не в 98-м, а в 2К17. То для того, чтобы узнать тип у этой, блять, переменной, нам всего лишь нужно навести курсор на нее. Visual Studio сама все сделает. Помимо прочего, от венгерской нотации частенько тянут вот такую дичь для именования полей. Ну ок, первая приписка приползла к нам из мира C++. Что означает M? Означает она member, то есть член класса. Если еще точнее, то поле класса. Второй вариант перекочевал в шарпы и используется достаточно частенько. Для того, чтобы опять-таки, видите ли, было удобно различать локальные переменные от переменных класса. Достаточно холиварный вопрос, но мое мнение, что такие приписки не нужны. Писал я такую фигню примерно в 13-14 годах, и по большей части запомнилось то, что меня бесило постоянно тянуться до кнопочки с этим подчеркиванием, а не то, что мне это как-то помогало различать поля от локальных переменных. Ну, в общем, как-то так. Если вы не работаете в Асконе, то вас никто не заставляет писать грёбаные подчеркивания. Опять-таки, студия все решает за вас. Если вы в чем-то запутались, то просто наведите курсор на имя переменной, и если она является полем, то вы об этом узнаете. Но все же от венгерщины в шарпах полностью не избавились. Есть парочка частных случаев использования этой нотации. Но он на самом деле имеет некий смысл. Хотя хейтеров этого тоже предостаточно. Но не будем пока об этом. Если вы работаете с экземпляром класса, то IntelliSense Studio всегда покажет вам, какие члены класса присутствуют и чем они являются, методами, свойствами и так далее. Тут, блин, проще некуда. Просто ставите точку после имени объекта, и вот он список. Наслаждайтесь. Причем мы можем тыкать вот здесь внизу и выбирать, какие именно члены класса нам нужно отображать. Магия, хуй. Тащим-то есть еще правило расставления фигурных скобочек, но в нашем случае тут все просто. Каждая фигурная скобочка ставится с новой строки. Но если вы вдруг решите покодить не в трезвом виде и получите что-то типа такого, то тут всегда есть лайфхак. Жмакайте Ctrl, потом K, потом D. И отступы автоматически выставляются в зависимости от настроек в студии. Красота. В дальнейших уроках при разборе новых фич, если это действительно важно, я буду упоминать о том, как это принято именовать. А на этом все. С вами был канал экстремального программирования Extreme Code. Подписывайтесь, ставьте лайки, заходите в паблик ВКонтакте. Всем пока.